Какие плюсы и минусы у сварки? Какие плюсы и минусы у пайки? Что вас может ждать после покупки сварки? И как живут АКБ, собранные методом пайки? Об этом всем и многом важном другом мы сегодня ответим в этом очередном и полезном видео. Во второй части ролика у нас по обыкновению будет конкурс с розыгрышем приза, поэтому не переключайтесь и помчали. Привет, ребятки! Я так посмотрел по предыдущим роликам, по комментариям, очень многих затронула тема по поводу сварки и пайки батареи, и у всех разные мнения, и этот вопрос, он как бы вас очень цепляет. Возможно, где-то в тех роликах я сгустил краски относительно сварки. Я вижу, что вам это интересно, и поэтому решил снять отдельный видос вот по именно этому вопросу. Что выбрать, пайку или сварку, что лучше, сварка или пайка? Сегодня постараемся объективно рассмотреть плюсы и минусы обоих методов. Опять же таки, я там не супер-пупер эксперт во всех этих вопросах. То есть мы с вами находимся в диалоге, в дискуссии, и поэтому в комментариях тоже важно ваше мнение, ваш опыт использования того или иного метода и какие результаты вы получаете. Начнем, пожалуй, со сварки, так как именно ей изначально я и планировал работать. Но, к сожалению, вся эта стратегия пошла по пизде. Заказал я с Алиэкспресс вот такую вот невъебенную точечную сварку. Суперкондеры. Ебать, 3000 фарад. Это можно охренеть. У них, кстати, по паспорту разрядный ток 2,5 килоампера на банку. В моем мозгу даже не укладывается, сколько это, 2,5 килоампера. И сопротивление я мерил у банок, по-моему, 0,3 миллиома. То есть это практически банка может работать на коротком разряде. Но это все как бы в теории пиздато и охуенно, а на практике все получается немножко по-другому. А по поводу внешнего вида сварки, сейчас она уже разбирается, продается по запчастям, поэтому она выглядит немножко не так, как при покупке. Здесь уже снялся экранчик, ушел новому счастливому обладателю, у которого пизданулся экран, треснул. И уже продана сварная ручка, поэтому эти байонеты пустые. И сварка выглядит немножко не так, как она выглядела год назад. Год назад это чудо выглядело приблизительно вот так вот. Вот с экранчиком, с ручкой и так далее. То есть была полная комплектация. И я вот уже думал, ща возьму батарейки, запихаю их в фолдеры и начну хуярить сборочку. Как бы не так. Сделал я этой точечной сваркой пару соединений, поставил пару сварных точек, и она нахер задымилась. Вот это был прикол. Причем сварка, ну, я не могу сказать, что она дорогая, но она не сильно дешевая. То есть вот этот комплект там вместе с ручкой и без доставки обошелся мне где-то в районе $100. Плюс еще доставка. Где-то долларов 130-140. То есть, в принципе, как бы не так уж и дешево. Ну, естественно, это все дело надо было ремонтировать, потому что, ну, хули,
Ты ставишь точку на банке, а у тебя плата дымится, с нее пар валит. Но перед тем, как ремонтировать эту сварку, я в первую очередь, как взрослый мужчина, задался вопросом «Зачем?». И касательно этого вопроса есть еще пару факторов, которые влияют на принятое решение. Это, во-первых, тот тип ленты, да, который вы будете варить, и вообще сопротивление разных типов сварных лент. Ленты бывают разные, черные, белые, красные. Чаще всего это сталь, никель и медь. И перед тем, как собирать свою первую бахтарейку, естественно, я сделал замеры сопротивления этих лент. Я понял, что стальная лента, которой мне первую батарею собирали, там вообще было сечение у нее 6 на 0,1 миллиметра. То есть это вообще ни о чем. Этот вариант, он нахуй вообще вылетает. Никель, ну как бы так, плюс-минус более-менее, но самый оптимальный вариант для работы на КБ, чтобы снимать большие токи, это медная лента. Про это исследование по сопротивлению сварных лент смотрите ролик, указанный вверху экрана. Здесь я долго останавливаться об этом не буду. Там в этом ролике вы все подробно посмотрите и узнаете. В общем, варить надо было вот такую вот чудесную медную ленту. А оказывается, варить ее не так-то просто. То есть очень много нюансов, из-за которых обычная точечная сварка эту ленту взять не может, нормально приварить, и эта лента потом отваливается. Хотя по пропускной способности эта лента просто топчик. Ну и сижу я, думаю, если мне нужна медная лента, да, чтобы батарея нормально работала, но эта сварка, даже если бы она была рабочая, вряд ли она эту ленту потянет нормально, потому что будут отвалы. И многие мастера мне говорили, что если ты хочешь медь, ее надо либо паять, либо варить лазером. Ну, лазера у меня дома однозначно нету. И, соответственно, дальше стоял вопрос о том, целесообразно ли вообще заниматься ремонтом этой сварки, или ну ее нахуй. Ну, поремонтировать я ее попробовал. Почему? Потому что было много вложено энергии в нее. Тут и усиливались байонеты, и кабель я взял вместо 25 квадратов 35. Укорачивал его, переобжимал, чтобы выжать больше тока. На первых сварных точках от этой мощности вот так вот провода вот просто тупо раскидывало в стороны. Ручку я долго обслуживал, делал ей ТО, потому что китайское говно, которое приходит, у нее колодки вот эти вот, да, электроды, в которых, не электроды, а шины, в которых зажимаются электроды, они коротили между собой. Я это все дело растачивал, ставил прокладки, смазывал, делал, чтобы ручка была топ. И много энергии, конечно, ушло, и с настройками я экспериментировал перед сваркой. Я решил все-таки попробовать ее поремонтить. И что с этого всего вышло? Значит, принес я сварку в мастерскую. Во-первых, здесь стоят не обычные транзисторы, да, а SMD. Это все достаточно сложно распаять. Надо феном отогревать, снимать вот эту вот всю ерунду. Тогда были частые отключения электричества, во-первых.
А с инвертора запускать фен на 2 киловатта с 2-киловаттной батарейкой, это как-то сильно жирно. Если еще инвертор потянет. И мастер что мне сказал? Мастер как бы снял эти транзисторы, да, там были некоторые пробитые, уже с треснутыми корпусами. Он оставил целые, попробовал включиться, но говорит, что все равно не работает. Потому что на самой плате идет где-то пробой в модуле балансировки и, по-моему, еще в модуле зарядки вот с этой стороны. Короче, все это без осциллографа он проверить не может. Нужен осциллограф, а осциллографа нету. И нету питания для того, чтобы фен включить, да, часто, да, чтобы как-то экспериментировать, менять вот эти вот все ключи, как бы, да, перепаивать их на плату. В общем, все это затягивалось на очень неопределенный срок. Я подумал, что я закажу все-таки транзисторы, да, более мощные, новые. Заказал пачку транзисторов с разборок из Японии на Тао. Эти AFS7 я заказал 9. У этих 300 ампер пиковый ток, да, это импульсные транзисторы. Я заказал 9, на 9 это 500 ампер тока. И эти транзисторы мне пришли, но что как бы дальше делать с самой платой, непонятно. То есть надо было искать какого-то нового мастера, у которого есть осциллограф, который за все это возьмется, не поебется, как бы, да, и все-таки сделает. В общем, схема выходила очень сложная. Напайка новых транзисторов, ремонт вот этой платы, ее как бы диагностика и так далее. По отдельности я ее в продаже на Тао не нашел. И вот само устройство стоит где-то там, допустим, ну, $100, там, да, 120-130 с доставкой. Ремонт его непредсказуемый, то есть какие с него будут результаты, хер его знает. Тупо сливать как бы бабки за диагностику 3 или 4 мастерам тоже нет никакого желания, с одной стороны. С другой стороны, даже если эта сварка отремонтируется, медь варить она нормально не будет. А мне нужна только медная лента. Потому что с конченными батареями я уже намучился, которые ногами из жопы собраны на стальной ленте. И в эту игру с долбоебами я больше не играю. Вот таким вот образом моя история с ремонтом сварки постепенно сошла на нет. Я в итоге понял, что оно мне нахер не надо. И сейчас сварка потихонечку распродается по запчастям. Возможно, да, мне просто не повезло, что сварка сгорела в самом начале. Но также не повезти может каждому из вас, понимаете? И к этому нужно быть готовым. Обращу также ваше внимание, что я вроде не дебил. То есть я сварку выбирал долго, осознанно, перед тем, как ее заказать. И, допустим, вот этот кабанчик, он, во-первых, стоит сравнительно недорого, да, в районе 100 баксов. А во-вторых, он идет в открытом корпусе, да, то есть вот эта вот вся ерунда, ключи, банки, плата, они достаточно неплохо охлаждаются. Если вы закажете популярный глиттер, или как мы его еще любя называем клитор, во-первых, там и цена немножко другая, то есть там где-то в районе $300, да, за нормальную модель. Во-вторых, он идет в закрытом корпусе, который херово охлаждается, в котором ключи напиханы друг на друга.
в котором все очень плотно. Это тяжело ремонтировать, и оно сильно перегревается. Поэтому, ну, как бы дай бог, да, чтобы хотя бы там год этот клитор отработал, да. Но рано или поздно придется его ремонтить. И как вы будете его ремонтить, это уже очень длинная история. Но для объективности давайте поговорим с вами про плюсы у сварки, у точечной сварки. Значит, первый и, наверное, единственный плюс конденсаторной точечной сварки для аккумуляторов – это ее скорость работы. То есть, если сварка надежная, настроенная, вы можете собирать батарейку за пару часов и браться за следующую. То есть ебашить безостановочно на потоке эти батарейки, как курицы несут яйца. Ну, либо тут еще вопрос нагрева, да, играет роль, насколько будет греться сварка и насколько будет греться ручка. В крайнем случае можно взять две ручки и их менять, переподключать, допустим, раз в полчаса или раз в час. Кто работает на большом потоке, можно взять две ручки и две сварки и менять просто сварки с ручками. Но это все нужно на объемах при массовом производстве. Вот я пока вижу только один плюс в сварке. Возможно, я здесь тоже сгущаю краски. Напишите в комментариях еще, какие вы видите плюсы. Про меньший нагрев, я думаю, это не актуально. Сварка греет банку больше, чем пайка, и об этом я рассказывал в прошлых роликах. Теперь давайте поговорим про минусы сварки. И, ну, лично для меня, из моих выводов, из моих впечатлений, этих минусов больше, чем плюсов. Опять же таки, в комментариях напишите, где вы согласны со мной, а где нет. Первый минус – это стоимость самого оборудования, или как ее еще иначе называют, это цена входа. И если для потоковой работы 100 баксов и даже 300 это может не очень много, то для сборки под себя, ну там, первую батарейку я собрал, она мне обошлась там в 300 или 350 баксов, а только сварка уже 150, ну плюс к этой сумме. Поэтому это первый минус. Второй минус – это поломка сварки и ее дальнейший ремонт. Дай бог, чтобы вам везло и сварка не ломалась на старте, но рано или поздно она сломается. Это второй минус, и к этому экспириенсу нужно быть готовым. Третий минус – это сложность настройки. То есть под каждый материал нужно выбирать свои параметры. И, конечно, я согласен с тем, что конденсаторная сварка, она намного лучше, чем транс. Потому что у трансформатора нет повторяемости, нестабильное питание там, да, и так далее, как бы куча своих нюансов. То есть конденсаторка, конечно, это рай, да, в работе после трансформатора. Но все равно все эти параметры надо настраивать, экспериментировать, делать тесты, в том числе на отрыв ленты там, да, после каждого теста, после каждой сварки и так далее. И это тоже, ну, достаточно длинный путь, который целесообразен при потоковой работе, а не при единичной сборке. Однозначный минус – это площадь сварного соединения. Даже если вы на плюсе поставите там на 21 700 баночки 8 точек, это прям просто охеренно, обычно 6, да, где-то влазит.
то у 6 точек площадь контакта будет, ну, если электроды широко заточены, квадратов 10. Квадратов 10. Для средненьких батареек, для маломощных это пойдет. Для батареи на дроны, для высоко нагруженных проектов это уже не вариант. То есть площадь соединения ленты с банкой, она достаточно малая. Посмотрите, какая площадь соединения на ионисторах. Здесь такая шина прижимается гайкой. Здесь соединение, ебать, наверное, квадратов 300, 400, может даже 500 вот этой шины к банке. Чувствуете, как бы, да, разницу. Ну и, конечно, само сварное соединение, оно уже считается неразборным. То есть это не пайка, это не болтовое соединение. Если вы что-то сварили где-то не так, может быть, накосячили, или там через год или через два какие-то банки, обычно говнобанки, они быстро выходят из строя, вам эту батарею надо разобрать, то эту ленту потом очень тяжело отрывать, банки надо зачищать. У меня до сих пор, допустим, вот дремеля дома даже нету. То есть он мне, не понадобился. А стоит он тоже как бы недешево, им надо уметь работать. И, соответственно, если, допустим, в сборке там на нормальной батарее 100 банок, ну вот у меня, допустим, идет 112 банок в батарее. И это еще как бы, небольшая батарейка, да, 16S7P на 21700. 60 вольт, 35 ампер часов. Бывает батареи как бы и побольше, да. Там может быть и 150 банок, и 200. И вот где-то из одного засранца, да, параллель какая-то проседает. Засранца ты этого не вычислишь, пока как бы секция параллели в сборе. Ну, может быть, там можно вычислить секцию по напряжению, да, и разбирать только одну секцию, а не всю батарею. Но, опять же таки, оторвать там 2, 3, 4 ленты, сверху и снизу, допустим, ряд банок идет, да, вот сверху, как минимум, надо оторвать ленту, окно в 2 слоя, и снизу, чтобы этот блок вытащить, разобрать, найти дохлеца и заменить его. И при неразборном соединении, при сварочном, все это делать, как бы достаточно сложно. Теперь перейдем к пайке и тоже начнем с ее плюсов. Первый и, наверное, главный плюс неоспоримый — это стоимость оборудования. Для того, чтобы начать работу, нам нужен паяльник, плюс-минус нормальный, нам нужен припой и нам нужен флюс. В зависимости, да, от мастера, от его предпочтений, да, как он работает, что он использует, плюс-минус, как бы банка флюса, это где-то $10, причем ее хватает, ебать, я уже 4-й год вот этим работаю, только половина ушла. Уже кучу батарей собрал, кучу проводов подпаял и так далее. Нужен припой, катушка припоя, сколько здесь, по-моему, полкилограмма, чуть меньше, 400 там с чем-то грамм. F-Tactica припои. Тоже у меня эта катушка уже года 2 или 3 я ей работаю. Вот только половина катушки ушла. И нужен паяльник. Я использую обычный совковый с медными жалами. Да, их периодически надо затачивать, лудить, но с оцинкованными или какими там, да, спецжалами я как бы завязал. Медное жало есть медное жало. Им удобно работать, можно где-то и пластик порезать, и в резине дырочку сделать аккуратно.
И я вот как-то вот так вот работаю. Получается где-то 10 баксов, 10 баксов. Ну и вот это баксов 5, наверное. Ну, может, с жалами тоже десятка. То есть вот потолок, вся вот эта вот схема, весь набор — это $30. И этого хватает очень-очень-очень надолго. Второй плюс — это, наверное, простота и универсальность паянного соединения. Когда рука уже набита, знаешь, где, как и что делать, каких-то особых сложностей, спецнавыков для того, чтобы паять, особо не нужно. Следующий неоспоримый плюс — это огромная, просто охуеннейшая площадь паянного контакта. Ну вот я делал тесты. Здесь, конечно, это была первая моя работа. Чуть-чуть я перегрел изоляцию на банках, но это не критично, да, и при нормальной работе вы как бы с этим не столкнетесь, особенно с изоляционными кольцами. Но сейчас разговор про другое. Вот смотрите, вот это плюс банки 21 700, да, ну и минус, да, 2 банки я взял, как бы сделал тесты. И, соответственно, ленты медные, оторванные с них. То есть это площадь соединения около 50 квадратов. То есть в лучшем случае там 6 сварных точек жирных, да, они дадут 10 квадратов. Здесь 50, то есть 5 раз больше. И, соответственно, мы уже меньше теряем энергии в тепло на этих переходах, да, то есть соединение получается практически сквозное, а сопротивление у него практически нулевое. Далее, медная лента чудесно лудится, чудесно паяется и никуда не убегает, потому что площадь контакта большая, и она, как мягкий металл, да, при малой площади соединения сварочного, она не отваливается, потому что практически, ну вы видели, да, я только что показал, 50 квадратов соединения сцепляют ее намертво. Да, ее можно оторвать плоскогубцами, ну так и сварку можно оторвать плоскогубцами. Но так, чтобы вот она отваливалась, такого нету. То есть держится все как бы нормально при грамотном припое, при грамотном флюсе, при грамотной методике работы. И опять же таки это все как бы, ну, несложно. Ни флюс, ни припой, ни методика, да, пайки, она не так уж сложна. И никуда она не убегает. То есть держится она стабильно. Ну, еще один однозначный плюс паянного соединения — это то, что оно разборное. То есть не надо защищать банку от остатков сварки, не надо отрывать ее дико плоскогубцами и так далее, и так далее, и так далее. То есть если что-то и пошло не так, вы ленту отогрели и просто ее сняли, выровняли, она уже луженая, поставили новую банку и ленту посадили обратно паяльником. Вот это вот моя первая сборка. Там я накосячил, накинул ленту не туда. И одна банка сгорела из-за короткого замыкания. Она ушла в резистор. Там, по-моему, у него 2 или 3 Ома у нее стало сопротивление. Где-то так. Вместо 0,002. Соответственно, я все это как бы спокойненько разобрал, ленту отогрел, поставил новую банку, работоспособную, ленту посадил обратно. Это минутное дело. Ну и, конечно, про минусы пайки. Без них тоже нельзя, нет в мире ничего идеального. Основной, наверное, пожалуй, единственный минус пайки заключается в том, что нужно достаточно много времени
для того, чтобы залудить сами банки, залудить ленту и по ходу этого процесса зачищать их от флюса. Потому что флюс, он выгорает, выкипает, потом он уже становится как бы неработоспособным, его надо периодически обновлять. Ну, скажем так, батарея из 100 банок, по-моему, 16, 17 или 18 нарезков оконной ленты у меня было. При грамотном подходе, если все это как бы системно организовано, реально освоить эту процедуру где-то за один рабочий день. То есть грамотно, без перегрева, залудить банки, залудить ленту, очистить это все и подготовить аккумуляторы уже для сборки. Показал минус банки, да, как он выглядит. Это последняя моя сборка, это супер батарея на 50S. И показываю плюс. В принципе, служением как-то особо каких-то вопросов не возникает. Ну, как-то полегче, чем с ремонтом сварки. Возможно, еще станет вопрос как бы про вредность, да. Сварка все-таки, она не выделяет каких-то паров, как бы, да, от флюса там, да, и так далее. Ну, и если паять, допустим, при открытой двери на балкон или с нормальной вытяжкой, то сложно это назвать минусов. С этим проблем возникать не должно. Наверное, предвижу ваши комментарии еще, да, как бы. Я уже упоминал это, да, чуть выше. Но еще раз повторюсь по поводу нагрева банок. Существует такое мнение, что пайка перегревает банки. Абсолютно необоснованное мнение, не аргументированное никакими расчетами. Расчеты я приводил вот в этом ролике, чуть-чуть выше. Смотрите его. Здесь в двух словах скажу в целом, что банка не перегревается. То есть я работаю без перчаток, лужу банки без перчаток. Я чувствую, если банка горячая, значит у нее температура уже выше 40 градусов, ее в руках держать уже тяжело. 40, 45, 50. То есть после 50 уже банку надо откидывать в сторону, рука ее держать не может. Это во время лужения. А во время работы с паяльником я взял как бы даже мощный паяльник. Вот такой вот пиздотенный 150-ваттный, да, и часто меня люди спрашивают, а чем ты паяешь? У тебя топорик, как бы, да, чтобы паять батарею. Да нет, никакого топорика нету. Вот 60-ваттный паяльник с медными жалами. Просто жало ставишь туда поглубже, чтобы на кончике температура была больше. Таким образом можно регулировать температуру на конце жала, да, и его степенью погружения как бы в цилиндр. И вот 60-ваттным паяльником я собрал уже 3 или 4 батареи, то есть 150 ватт, они даже не понадобились. Когда грамотный флюс, грамотный припой, ровные руки, 60 ватт, вот так с головой достаточно. И когда, опять же таки, при грамотном флюсе, да, и при ровных руках, да, банки хорошо залужены, добавлен флюс, в принципе, паяльничек садит ленту на аккумулятор где-то в течение секунды. То есть ты пинцетом ленту прижал, паяльником прогрел, паяльник убрал, сразу подул на ленту. Медная лента, она еще мгновенно передает тепло на соседние банки. Они точно от этого не пострадают, но вот этой вот банке, да, ей будет легче, потому что с нее сбрасывается тепло. И весь этот процесс, он занимает в секунду
может чуть больше, может чуть меньше, но около того. И банка, она просто тупо не успевает разогреться во время пайки. При сборке батареи, да, при паковке банок уже под ленту. Важнее банку не перегреть во время лужения, но это лужение делается циклированно, то есть не за один проход, да, а 10-12 проходов, там по 5-6 проходов для каждого полюса. И, соответственно, банка тоже не успевает даже нагреться. То есть в руке она как теплая даже не чувствуется. Не то что горячая, а даже как теплая. Значит, паяльник самый обычный, 60 ватт, медные жало, банки самые обычные, 21 700. Флюс дорогой, но охуенный, РМА 223, рекомендую. Но я взял сразу в банку, здесь 100 грамм, еще лет 5 я их буду паять. Припой из недорогих, Кайна 63 на 37 миллиметровка. В принципе, универсальная катушка для любых работ. Эфтектика греется быстро, плавится быстро. Хорошая кристаллизация, потому что в эфтектике широкий диапазон, да, по кристаллизации. Горя с этим припоем вообще никакого не знаю. Пришло время перейти к нашему конкурсу. Тому из зрителей, кто оставит самый интересный комментарий, неважно, это его личный опыт, там будет в комментарии какой-то вопрос или критика канала, я спокойно к этому отношусь, но чтобы это был интересный комментарий, вот самое главное, ключевой момент, тот получает вот такую вот замечательную супер фару. Значит, здесь, в этой фаре, 6 диодов XML T6. Общая мощность, я делал замеры, она потребляет где-то 23 ватта. Фара ебашит, блять, как прожектор на электричке. Ну вот честно. Вот так вот эта фара светит на дороге. Это можно просто охуеть. Метров 50 вот так вот по прямой и вдаль. Ну, единственное, что эта фара не линзованная. Это фара рефлекторная, поэтому она так мощно и светит. И у нее нету СТГ. То есть она годится для дороги по трассе, там, где нужно иметь хороший дальний свет, особенно при большой скорости. Потому что, ну, я-то езжу как пенсионер 50-60, но я знаю, что многие гоняют 90-100, и вот на такой скорости по трассе, чтобы где-то не въебаться, если трасса пустая, вот это вот шикарнейший вариант. И да, фарочка универсал, то есть в ней уже стоит встроенная DC-шка от 12 до 85 вольт. И ничего как бы к ней дополнительно лепить и мутить не надо. Ну, не люблю я DC-шки. Зачем лишние элементы в схеме? Значит, как работают в динамике, да, после длительной эксплуатации АКБ, собранные методом пайки. Было очень много хейта, когда я собирал вот эту первую батарею. Мне все говорили, будет, блядь, коррозия этих полюсов, блядь, плюсов. Лента сгниет, блядь, будет отвал ленты. Еще какая-то хуйня. В общем, пиздели все что угодно. Ну, как говорят, не врут только результаты. А результаты у нас такие. Вот эта батарея была собрана, господи, то ли 2, то ли 3 года назад. Я уже даже запутался. Но точно не год назад. Из каких-то, блядь, непонятных банок панасоников, у которых был разлет там по емкости от 4600 до 4900.
Я все эти банки тестил, сортировал, и вот эту батарею я спаял. Значит, всем хейтерам официально докладываю. 3 года нет, 2 года батарея отъездила на самокате. Стоит в батарее Smart BMS. Батарею я не разбирал, потому что необходимости не было. То есть она работает чудесно. Она отдает, хотя это какие-то Panasonic, да, конченые на NCR Химия, но 60 ампер тока она отдает вообще без вопросов. Самокат летает. И, соответственно, никакого лютого разбаланса я не вижу. Вот, я к чему это говорю, да, если бы лента с банок отвалилась, если бы какая-то банка ушла, как бы, да, погулять, то уже был бы разбаланс. Разбаланса нету. На верхах, там, после даже выше, чем 4,20 я ставил установки по банкам, это 4 сотки разбаланс. По серединке это где-то 1-2 сотки. И батарею я разряжал до глубоких пиздецов, до 43 вольт. Это 16 сборка, то есть там на банке было там 2,6, 2,7 вольта на банке. Я еще ехал. И вот там, да, там разбаланс был уже как бы приличный, потому что, сами банки дешманские. А там где-то 0,25 был разбаланс, 25 соток. Но потом ты батарею ставишь на зарядку, соответственно, банки заряжаются, и уже там на середине диапазона, там 3,7 вольта на секцию, уже никакого разбаланса нету. То есть, опять же таки, 1 сотка, а банки возвращаются в то состояние, в котором им положено быть. И, соответственно, вот 2 года я отъездил, но сейчас езжу я, может, не очень много, но 1003 или 4 километров я за 2 года намотал. Отвала, естественно, ленты нету, разбаланса по секциям нету. Мало того, батарея за 2 года работы, она ни разу не включалась на балансировку. И ей это не нужно. Потому что, когда я ремонтил старую батарею, про это смотрите видео по ссылке выше, там при отвале банок с блоков, там разбаланс набегал 60 сотых. 0,6 вольта разбаланс был на нескольких секциях. Я не вру, все как бы видео описано, и причем это было где-то на середине диапазона, когда на других банках там было 3,7 и 3,8 вольта. То есть вместо 1 сотки там было 60. И вот там, да, там была пизда. Здесь за все время эксплуатации даже штатный балансир, я не говорю уже там про какие-то спецовые, как бы, да, там конденсаторные, про платы ТП-4056, про ручную балансировку и так далее. Это все батарее не нужно. Поэтому на пайке батарея себя чудесно показала. Я после хейта вот этого, который был там года 3 назад, я сам переживал. Думал, как оно будет ездить. Может, не будет, может, батарея развалится нахуй пополам, может, она загорится у меня под жопой. Не, ни хера подобного нету. Чудесно батарейка работает на пайке, собранная. Сейчас я ее снял, потому что в самокате уже стоит новая супер батарея на Samsung 50S. Эта батарея лежит, я жду комплектующие, которых мне не хватает, и через месяц она пойдет. И на уже вообще легких и изивых там, да, или как это правильно сказать по-английски, токах, потому что на самокате 60 ампер я с нее сосал. А дома на резерве с нее будет сосаться, ампер 10 это потолок. Под компьютер, под лампочку, под роутер. Вот, идет эта батарейка на резерв.
И несмотря на то, что этим банкам уже, блядь, лет 5, то есть я на них 2,5 года отъездил, я их заказал из Китая, сколько они там на складе еще пролежали, если у них был разлет по емкости 4600, 4900, то еще где-то года 2 они пролежали в Китае, то есть сейчас реально этим банкам лет 5 нахуй. И я думаю, что при нагрузке как бы такой там 10-15 ампер, может когда-то дрель надо будет запустить или болгарку. Я думаю, что эти банки на пайке еще лет 5 отхуярят и не моргнут. Вот такие вот результаты. Сборкой на пайке я доволен. Никаких вопросов нету. Ну, единственное, что как бы время на это уходит. Но ты же делаешь это разово для себя. И надо сделать это охуенчик. В общем, в результате моих долгих пиздостраданий я пришел к таким выводам между сваркой и пайкой. Сварка подходит для профессионалов, для оптовой, потоковой, быстрой работы с не очень высоким, ну таким нормальным качеством для сборки батарей под клиента. Это оптимальный выбор. И, честно сказать, вот те мастера, да, которые сваркой, хотя бы сваркой, нормально собирают батарею для клиента, я их по чесноку уважаю. Потому что некоторые долбоебы еще до сих пор работают трансом, гробят банки и собирают за копейки, и потом люди просто ходят с этой гематомой, блядь, как я ходил 4 года назад, и не знают, что с этим всем говном делать, куда его сливать. Это касательно сварки. Касательно пайки. Пайка из всех озвученных выше плюсов, минусов моего опыта, да, который я рассказал, она больше подойдет для сборки батареи под себя. Да, это долго, это заебисто, это нудно, это надо уметь делать, но качество сборки на выходе получается выше, только отдача батареи выше. Ну, то время, которое вы потеряли на разовой сборке, я думаю, качеством батареи оно окупается. Какой-то принципиальной разницы, да, вот прям критической по уровню батарей, собранных на сварке и собранных на пайке, ну, как бы нету. То есть там есть как бы какой-то разлет, но и та батарея будет работать, если она грамотно собрана сваркой. И та батарея будет работать нормально, если она собрана пайкой, руками не из жопы. Касательно лично меня, да, исходя из моих задач, это разовые сборки батареи, может там большую батарею мне там раз в несколько лет надо собрать, маленькие там может раз в несколько месяцев. Исходя из того, что у меня сгорела эта ебаная сварка, исходя из простоты вот этого оборудования, и исходя из опыта эксплуатации батареи, собранной методом пайки, то есть я посмотрел, 2 года батарея ездит нормально. Я свой выбор сделал в сторону пайки. Этот метод себя отлично показал, все чудесно работает. Вторую супер батарею сейчас я тоже собрал на пайке. 2-й месяц езжу, вообще 0 проблем. Вот, батарея просто рвет огонь. Как работать вам? Каким методом? Варить аккумуляторы или паять аккумуляторы? Это решать вам. Ну вот объективно, да, вот здесь без лишних эмоций, да, они уже улеглись, успокоились, да, поэтому не буду токсить. И в любом случае, как бы какой бы выбор вы ни сделали, вы придете, я думаю, к своей цели, да, получите результат по сборке батареи. Это уже каждый выбирает сам, что ему удобнее. И надеюсь, что вот этот ролик, который я сейчас отснял, все рассказал, постарался как бы сделать это
как можно глубже, как можно экспертнее. Он поможет лично вам сделать ваш личный выбор. Я свой уже сделал. Так, ну и ребят, кто топит за сварку, кто там чистый сварочник в душе, возможно, собирает себе кастомную супер сварку точечную своими руками. Есть еще на продажу вот эти вот 4 суперконденсатора, 4 ионистора по 3000 фарад. Кому надо, отдам по себестоимости закупки, ничего наваривать не буду, просто чтобы оно дома не лежало, не пылилось. 4 банки по 3000. Все рабочие, проверенные. Если какие-то там тесты надо, замеры, хуярик лежит, как бы сделаем, померяем, покажу. Кто забирает все 4 банки сразу, так чтобы я по 2-3 раза на новую почту не ходил, получает в подарок вот эту вот всю ерунду, байонеты, крышки, вот эту вот разводную плату под ключи. Ключи, где я заказать, я тоже подскажу. Получает вот эту вот плату управления. То есть остается будет только ее отремонтить, купить экран. И в принципе можно уже подключать ручку и работать. Ну, это для таких охуенных энтузиастов, да, кто вот хочет что-то такое собрать большое и светлое. Вот есть у вас такая вот возможность. Пишите, ребят, в комментариях про свой опыт, как вы паяете, варите, каким способом собираете батареи. Критикуйте, задавайте вопросы, если что-то непонятно. Впереди на канале много интересного, поэтому не забывайте подписаться. Всем спасибо за просмотр. С вами, как всегда, сегодня был Андрей. И до новых встреч на нашем канале. Пока-пока.